Диорама «Буханка едет на фронт». Почему до сих пор все делают УАЗ неправильно? Вы только посмотрите, какая прелесть у меня получилась. Сегодня я докажу, что обычная фоторамка и модель от звезды могут превратиться в произведение искусства. Но главное — этот камуфляж. Его нет в инструкции, но он вас точно удивит. Также в видео я тренируюсь делать проктологические процедуры, делаю кремовый пирог и пальчиком прокладываю колею. Почему же все так любят эти буханки? А меня зовут Даша, и я занимаюсь моделизмом уже более 10 лет. Ну а еще мы в конце видео сравним, как добавление простой диорамы заметно оживляет модель на полке. Я купила ее в магазине за 2700 рублей. И да, по сравнению с китайскими аналогами это довольно дорого. Но качество пластика и деталировка того стоят. Тем более прямых аналогов нет. Кстати, отдельное большое видео про модели из Китая у меня есть на канале, вы можете его посмотреть. Ну а в наборе отличные резиновые покрышки, они реально мягкие и легко надеваются даже на палец, не нужно ничего подрезать. Есть и декали военной тематики. Версия военной комендатуры и также обычная полевая буханка. Пластик здесь приятный, серый, мягкий, не крошится и отлично обрабатывается ножом и шкуркой. Сразу я приступаю к сборке. Я наношу сверхтекучий клей. Это один из самых моих любимых инструментов. Он работает по принципу капиллярного эффекта. Наносишь кисточкой на стык, и клей сам затекает в шов, не оставляя следов. Главное не переборщить, иначе пластик может поплыть. Я сразу приклеиваю массивные боковые панели. Даже спустя 3 года после выхода модели многие до сих пор до конца не понимают, как с ней работать правильно. Тут есть один характерный косяк, но об этом чуть позже. Я собираю вторую сторону, машина уже обретает форму. Салон на месте, осталось только приклеить боковую панель. Работаю я тем же сверхтекучим клеем. Он идеально подходит для таких крупных деталей, потому что дает время на корректировку, но потом схватывается намертво. Ну и главный косяк — это злополучный стык, который я всегда показываю. В реальной машине его нет, это особенность литья звезды. Придется его зашпаклевать. Тут я использую обычную модельную шпаклевку, например, от Tamiya или же другие аналоги, они ничуть не хуже. Я наношу тонким слоем, даю высохнуть и потом аккуратно шкурю мелкозернистой шкуркой. И можно воспользоваться водой. Получается практически идеально. А теперь я перехожу к шасси. И на тот же сверхтекучий клей я ставлю картонный вал. У нас же 2 ведущих моста, все должно быть надежно. И сразу же отправляю модель в покраску, не пропуская ее обезжиривания. Сначала я наношу белый грунт откуда. Я использую аэрозольный. Но почему белый? Во-первых, он отлично показывает все дефекты литья и сборки. Но во-вторых, под светлые и средние цвета он дает более чистый и яркий финальный оттенок. Грунтую очень тщательно все поверхности, включая салон, раму, крышу и даже отдельно мордочку. Я ее пока не приклеиваю. Красить ее так будет удобней. Переднюю мордочку и крышу я оставлю отдельно, чтобы потом было проще красить салон и не испачкать уже готовые детали. Раму я окрашу матовой черной краской мачете. У всех военных грузовиков рамы именно черные. Это исторично и смотрится очень контрастно. На краску я наношу аэрографом в 2-3 тонких слоя. Дальше идет прешейдинг. Это один из самых важных приемов для создания объема. Черной краской, разбавленной до состояния молока, аэрографом я рисую тени в стыках панелей, под надстройками, внизу корпуса и в углах. Давление держу примерно в 1,5 атмосферы и расстояние использую до 15 сантиметров. Быстрыми движениями и легкими я наношу краску. Главное не перетемнить. Прешейдинг позволяет потом при нанесении базового цвета получить естественные тени без использования смывок. И это экономит время и дает более мягкий результат. Ну а дальше основной цвет я использую зеленый оттенок от Мачете 4 БО. Краски Мачете очень похожи по своим свойствам на Tamiya. Они отлично разбавляются, не забивают сопла аэрографа и хорошо ложатся. Я подмешиваю черный, серый, немножко белого, чтобы получить нужный мне оттенок защитного цвета. Стык на задней части уже зашпаклеван и практически не виден, и выглядит он довольно реалистичен. Теперь я наношу базовый цвет. Более светлым зеленым я прохожусь между тенями прешейдинга. Получается красивый автоматический объем даже без смывки. И теперь я перехожу к ручным работам. Фары и подфарники я окрашу кистью, отражатели фар маркером Мачете. Маркер дает идеальную ровную блестящую поверхность, которая выглядит как настоящий хром. Это просто потрясающе, и мордочка сразу ожила. Посмотрите, какие миленькие глазки у этой буханочки. Прямо как настоящего песика. Дальше ручки, петли и отбойники. Обратите внимание, петли уже прикрыты пластиковыми накладками. Это модернизированная российская версия буханки. Она уже не советская. По сути, это рестайлинг, который УАЗ довел до ума за 60 лет.
Перехожу к окраске салона. Кузовной отсек я окрашу в черный цвет. Немного другой оттенок, чем в реальности. Это прием для создания глубины и тени. Черное съедает лишний объем и делает салон визуально глубже. Двигатель и трансмиссию я окрашу металликом Атомо, темно-алюминиевый цвет. Он идеально подходит для остальных агрегатов. Выглядит грязновато и реалистично. Сиденье и задний диван. Диван тут действительно роскошный. Его я тоже окрашу черным цветом. А вы когда-нибудь сидели на таком настоящем диване в буханке? Должно быть не очень удобно, особенно на колдобинах. Сиденья современные, с боковыми поддержками. И это максимальный комфорт, что может предоставить буханка. Ну а столик я окрашу в серый цвет. За ним можно и поесть, и стратегические карты разложить. Так что буханка — это настоящий дом на колесах, а не просто микроавтобус. Кстати, у буханки есть перегородка между пассажирским и водительским отсеком. Это такой символ лимузина. Очень интересное сочетание. Уплотнители стекол я делаю густой акриловой краской черного цвета. Самое интересное — это камуфляж. Я беру референс из интернета. Камуфляж нарисован баллончиком с черной окантовкой. Скорее всего, это работа волонтеров. Буханку отправили на фронт и перекрасили своими силами. Имитация зимнего камуфляжа. И я буду рисовать его кисточками. Камуфляж я рисую кисточками, просто использую белый и черный цвет и аккуратно веду линии, стараюсь попасть в референс. Ну а далее я сбиваю резкость масляными красками. Я использую метод масляных точек для имитации потеков дождя и также его использую как фильтр. Я наношу маленькие точки масляной краски, сиену, черную умбру и зеленую. И вот такими легкими движениями сверху вниз потихоньку растягиваю их и заодно растушевываю. Использую я для этого смоченную в White Spirit кисточку. И получается очень реалистично. И эффект дождя, и резкость камуфляжа немножко поутихла, и он стал смотреться более естественно. Ну а следующий этап я сажаю на клей для прозрачных деталей стекла. Точно так же делают и на Ульяновском автозаводе. Буханка у меня боевая, поэтому красные звезды я на нее обязательно нанесу, ведь она как истребитель. Опознавательную букву В я рисую маркером. И потом его обвожу контуром черного цвета. Получается чистая графика без декалей. Слой тонкий и четкий. Можно брать на вооружение. Ну и также, чтобы декаль и буква В не выделялись, я тоже их слегка заглушу масляной краской, чтобы все смотрелось единым холстом. И вот такая буханочка у меня получилась. Пока результат у меня не до конца доведен, не хватает немножко подставки. Подставку я делаю из самой обычной рамки для фотографий. Я окрашиваю ее в зеленой акриловой краской, чтобы она смотрелась более интересно. Модель — это заказ от моего зрителя, скорее всего, подарок его боевому товарищу, который воевал именно на такой буханке. Текстурной пастой я использую обычную из маркетплейса, но можно использовать и обычную строительную. И с помощью этой пасты я формирую рельеф поля. Я наношу ее шпателем, разравниваю, даю высохнуть и потом покрываю темно-коричневой краской. Это чернозем. После высыхания я наношу клей ПВА и сею травку через флокатор. Один контакт флокатора я креплю на саму диораму. Благодаря статическому электричеству флок встает строго вертикально, как настоящая травка. После полного высыхания клея смахиваю лишнее и готова настоящая полянка с ровными вертикальными травками. Я снимаю малярный скотч с рамки. Диорама почти готова, осталось самое главное — поставить машину. Я долго думала над композицией. Тут главное правило — никаких параллельных линий. Все по диагонали. Сразу стало и красиво, и динамично. Пальцем я рисую колею. Легко и просто, и очень эффективно.
чуть-чуть приминаю травку. И вот она, маленькая, боевая, миленькая буханочка. Посмотрите, какая у нее мордочка. Она едет по полю на задание с красной звездой и с буквой «В», чтобы все знали, на чьей она стороне воюет. Я очень довольна результатом, надеюсь, и заказчик тоже будет доволен. Так что увидимся с вами в новом видео. До новых встреч. Пока-пока!